Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Новогодние украшения, конечно, у всех любителей антиквариата и винтажа присутствует. У меня тоже целый сундук вот этих украшений. Сейчас покажу. Сундук совершенно необычный, необыкновенный, я бы так сказала. Он большой, ну, как сказать, раньше, возможно, вы помните, были в моде дипломаты, вот такие, либо сумки для косметики. Я думаю, что это тоже изначально было задумано как сумка для косметики. Так она закрывается. И целый сундук украшений, который я нашла практически бесплатно. Открывается вот так. Та-дам! Вот так. Минуточку, подвинемся. И вот так. И весь этот сундук забит у меня украшениями. Так что вот так открывается, вот так закрывается. Вот так я храню свои украшения. И давайте будем разбирать то, что находится в этом сундуке. Сторонку отодвинула так, чтобы было удобно брать украшения, доставать. Буду показывать все подряд. И, конечно, ревизию периодически стоит наводить, рассматривать украшения, которые, возможно, требуют ремонта. Они ведь тоже в процессе хранения могут и кристаллы выпасть, все что угодно с ними может случиться. Так, конечно, они винтажные, старенькие. Ну, в общем, давайте приступим. Я не знаю, буду показывать все подряд. Ну, как говорится, по возможности буду их как-то компоновать так, чтобы тематически их распределять. Ну, давайте начнем с снеговиков. Снеговики — тема распространенная, очень даже в винтажной бижутерии, украшениях. Эта троица снеговиков интересная. Они, видите, в движении, они абсолютно все снеговики разные. У одного тут колпачок такой, кто-то с лопаткой. В общем-то, классная, подвижная, новогодняя, веселая брошь. И у каждого что-то там написано. Эмаль отличная, с блеском, вкрапление блестяшек тут есть. Вот так обратная сторона выглядит. Брошь классная. Так, может, подальше немножко отодвинуть, чтобы поближе можно было вам показать все это дело. Буду вот так брать. Следующий снеговик. Это снеговик вот такой. Одинокий, но очень веселый. Румяные щечки, красивый очень шарф, рукавички. И это керамика. Так, тоже есть маркировка. НМК КОС. Вот так. Не так просто все, но очень веселый, очень красивый. Следующий снеговик. Так, минуточку. Это вот такой. Я думаю, что этот снеговичок отстал вот от этой троицы. Это четвертый друг, потому что посмотрите, как они похожи. Можно вполне, кстати, их носить вместе, да. Но техника одна и та же, абсолютная. Он отстал от них, тут с зонтом и с метелкой. И абсолютно, как говорится, в другом. Ну, стиль один, вот из материалов сама рассматриваю, вам тоже хочу показать. В общем, думаю, что вместе все эти украшения тоже можно вполне комбинировать. Следующий снеговик. Так, минуточку. Говорила, все буду подряд показывать, значит, и буду все подряд показывать. Вот такой минималистичный, но, тем не менее, золотой снеговик. Очень такой, на первый взгляд, кажется простенький, но мне кажется, это что-то такое. Если тут маркировка АН4, ну, в общем, что-то есть маркировка, но, как говорится, не будем вдаваться в подробности, а просто будем любоваться. Классный такой прям, блестящий весь. Весь такой прям золотой-золотой снеговик. Так, по-моему, снеговики закончились. Если что-то попадется, какой-то снеговик, который заблудился, я обязательно вам его покажу. А сейчас давайте перейдем к елкам.
елок тоже много. Ну, понятно, это очень популярная тема. Елки, куда же без елок. Вот первая елочка, которую я показываю, тоже она с маркировкой. Все кристаллы на месте. Тоже классная вещь. Так, снеговики, пожалуйста, подвиньтесь. Вот так к снеговикам. А давайте очередь елок пришла. Красивая елка. Следующую елочку, которую хочу показать, это вот такая елка. Конечно, они все нарядные, конечно, они все праздничные. Кристаллы гранатовые со звездами. Эмаль очень красивая. В общем, тоже такая елочка веселая. Следующая елка совсем другая, как говорится. Я думаю, что это арт-деко, это что-то 60-е, да? Елка, когда дуют ветра, ветер перемен, и аж звезда на бок, и снегом запорошенная. Ну, абсолютная вот такая, как бы с характером, да, с характером. Я думаю, что это 60-е. Маркировки нет. Вот такие длинные барашки характерны именно как раз для 60-х годов. Такая красивая эмаль. Вот сказать, какая из елок мне нравится больше, могу сказать, вот та елка, которую я вам сейчас покажу, она мне больше всех по душе. Это такая... Все, что надо. Бриллианты, жемчуга и золото. Тоже есть маркировка, по-моему, этой броши. Вэй. Я не знаю, что это значит, но вот тут по центру можете видеть. Я когда купила, я не сразу сообразила, что эта брошь состоит, елочка состоит из ангелов. То есть, вот когда вот так смотришь, вроде бы как жемчужины и все такое. А потом, присмотревшись, обнаружила, что это же ангелочки. И крылья есть у них, и вот как нимбики, и кристальные такие тела тоже, кстати, ангелов в этой технике тоже встречаются часто. В общем, такая. Вот это моя любимая. Ну, кстати, есть еще елка, которую я вам не показывала. Сейчас покажу. Это моя любимая елочка. А вот такая елка. Думаю, что это современная, возможно, 80. Хотя, возможно, и наоборот, очень старая. Уж очень она как-то сделана так грубовато. И к ней есть серьги. Тоже вот такие. Думаю, может быть, 80-е. Точно, конечно, сказать невозможно. Ну, в общем, вот такая елочная коллекция. Вот эта брошь прикрепляется именно вот так вот вертикально. То есть в момент носки она не будет переворачиваться, а вот так, когда я выкладываю на поверхность, она вот так переворачивается слегка. В общем, вот такие елочки. Так, идем дальше. Если что-то, какую-то... Ой, елочку я и пропустила, то, конечно же, обязательно вернемся и обязательно внимание уделим. Так, идем дальше. Ну, конечно, самая тоже одна из распространенных тем для вернее, для новогодних, для рождественских украшений. Знаю, что сейчас кто-то меня будет поправлять, это не новогоднее, это Рождество. Ну, для нас кажется, что отличие есть, но на самом деле это праздники зимние, кому как удобнее, кто может называть это рождественские украшения, кто-то новогодние. В общем, это не суть важно. На самом деле это брошь-пин. Она вот такая, тоже есть маркировка. Непонятно, что-то написано. Ну, в общем, и не важно. На самом деле я подбором украшения отношусь так, что если мне нравится, если она в отличном состоянии, если глаз радуется, то значит надо брать. Ну, как я уже сказала, вот этой темы тоже встречается в украшениях часто. И вот броши такого плана тоже часто встречаются. И различные веночки тоже встречаются. И вот такие вот цветы тоже. Игрушка новогодняя на цветке. В общем, мне это напоминает тоже 60-е, 70-е годы, возможно. Брошь старенькая.
Есть маркировка тоже. Какая маркировка, вы смотрите, да, я не буду углубляться, потому что хочется показать вам много, потому что украшений очень много. Конечно, часто встречаются колокольчики, тоже колокольчиков у меня много. Вот у этого колокольчика, это брошь, тоже винтажная. Красивые очень листья, эмаль покрыта неравномерно. Такое впечатление, что это как-то ручная работа, не так просто. Два колокольчика. И это не должно настораживать. Тоже вот типа два предмета, это что-то показатель чего-то такого нехорошего. Нет, на самом деле в Америке к этому относятся очень просто. Можно подарить и два цветка, и никакого предрассудка в этом смысле не проглядывается. Здесь вот два таких колокольчика рабочие, как говорится. Следующий колокольчик, ой, брошь тоже, ну, уже в более таком нежном, да, изящном. Я думаю, что она более старенькая. Как сверкают кристаллы, просто невероятно. Вся красота в тонкости работы, очень тонкая работа, как колокольчик сам выполнен из тонкой позолоченной проволоки. Кристаллы очень красивые, нежные. Это брошь винтажная. Явно есть все признаки, так сказать. Ну, и сами вот эти вот ленты, видите, они сплетены из очень тонкой проволоки. Очень красивая брошь. Конечно. Нежность, прям нежность. Также броши-колокольчики встречаются часто вот в таком исполнении. Здесь такая матовая эмаль, здесь уже 3 колокольчика. Но смысл тот же самый. Тоже звенят. А, кстати, вот к этой броши у меня есть, по-моему, серьги. Да, серьги, клипсы. Такие вот. С одним колокольчиком. Ну, кстати, вот эти вот серьги могут подходить как вот и к этому украшению, и к этому, и к этому. В общем, прелесть новогодних и рождественских украшений в том, что их можно комбинировать. Мои дорогие, я сейчас вижу елку, которую я вам не показала. И как я могла про нее забыть? У меня практически одна лишь елка, одно украшение в качестве подвески новогодней, ну, рождественской. И я не показала. Это вот такая елка, запорошенная снегом, на цепочке, родная цепочка у нее. И это тоже, по-моему, не маркированная елочка, но очень-очень красивая. Тоже как подвеска. Думаю, здорово. Так сказать, прошу прощения, что вас не показали сразу. Так, ну что, идем дальше. А дальше нас ждет еще много интересного. Переходим плавно к веночкам. Венки рождественских украшений тоже тема такая распространенная. И здесь вот такой у меня веночек, брошь-пин. Здесь написано, ой, не могу рассмотреть, мои дорогие, если вы видите, то можете видеть название. Брошь-пин в отличном состоянии. Такая красивая эмаль, как в стиле, знаете, как значок. Покрыта прозрачной эмалью. В общем, тоже такая. Ну, давайте плавно переходим тогда к брошам-венкам. Веночки тоже встречаются очень часто. Вот самый классический такой вариант рождественского веночка. Это вот такой. Красивая эмаль на самом бантике. Очень красивая. Брошь старенькая, но в отличном состоянии. Вот что приятно, скажем, по отношению, ну, к новогодним, к рождественским украшениям, они, как правило, в хорошем состоянии, потому что надевают их, носят их всего лишь один раз в год. А иногда и забывают про них, поэтому они хорошо и сохраняются. Следующий венок тоже вполне себе такой классический. Это вот такая брошь. Вижу, отсутствует кристаллик. Да, но, в общем-то, вот тут нет кристаллика одного. Нужно подклеивать, и, как говорится, ничего страшного. Все будет нормально. Здесь вот написано Avon, ESP.
Думаю, что это тоже такая же история, что какая-то компания сделала вот это украшение для Avon. Красивая эмаль, розы. Но я думаю, что все равно эта новогодняя тема просматривается. Идем дальше. Конечно, леденцы, новогодние леденцы, тоже такая тема распространенная и часто встречается. Вот этот леденец просто великолепный. Красивая эмаль, кристаллики, посмотрите, какие великолепные кристаллы. И брошь это не маркированная, но такая великолепная. Следующий леденец, который хочу показать, это вот такой леденец. По-моему, тоже маркировки нет, но тоже старенькая довольно-таки брошь. Так, по-моему, леденцов у меня больше не осталось. Ну, в общем, если что-то забыла, как я уже сказала, я обязательно вам покажу. Кстати, вот эта брошь-леденец, по-моему, очень хорошо сочетаться будет вот с таким цветком вместе. Посмотрите, как здорово, да? Скажем, вот этот брошь-леденец хорошо будет сочетаться со снеговиком, вот так, да, вместе. Тоже классно. В общем, комбинаций очень много. И, как я уже сказала, очень люблю я именно новогодние украшения. И по той причине, что их можно комбинировать, их можно сочетать. Распространенная, конечно, тема. Это тема оленей. Вот такие веселые олени. Все разные, отличные эмаль в танце, танцующие олени тоже тема распространенная. Так, здесь есть маркировка. И это написано Корея, но очень красивые. Я не расстраиваюсь, когда там маркировка не та, которую бы я хотела увидеть. Да, это не Сара Кавентри, это не Мане, ничего такого, но очень веселые. Смотрите, какая прелесть. Так, и следующие олени уже такие прям классические, прям такие серьезные, бы я сказала. Тоже тройка оленей, но вот в таком уже варианте, тоже золото. Я думаю, что это старенькая вещь, более, скажем, ценная, более старшего возраста. Маркировки не вижу, но почему у меня так идея эта возникла? Потому что брошь не штампованная сплошная, а состоит тут прям как раз 3 оленя. Вот они 3 оленя и собраны. То есть она сборная. Такая тоже классная вещь. Ну и, конечно, самое... да, про оленей давайте. Вот тут увидела еще серьги. У меня есть такие забавные оленячьи. Так, как их только правильно надо. Вот, посмотрите. Тоже такая веселая тема. В движении будет все это двигаться. Голова оленя отдельно, ноги отдельно. Такая тоже веселая тема оленей. Увидела, что пропустила колокольчик. Такой красивый колокольчик. Очень мне прям нравится. Хорошо, кстати, вот кристаллики АБ, 60-е годы. Здесь есть маркировка. Такой именитый колокольчик я пропустила. Мули, если неправильно говорю, извините. В общем, такой красивый прям колокольчик, прям колокол. Думаю, что вот с этой елочкой они вместе тоже будут хорошо, да, смотреться. Как считаете? Такой классный колокольчик, броширование просто великолепное. Кристаллики, главное, чтобы все были на месте, потому что такие мелкие кристаллы и сложно вклеивать, сложно как бы это ремонтировать такие броши. Так, следующий, ну и, конечно же, куда без Дедов Морозов. Вот такой Дед Мороз. И это брошь с маркировкой SFG. Красивая эмаль. Большой мешок с подарками. Из кармана цветок торчит. В общем, классный. Все кристаллики на месте. Веселый, красивый Дед Мороз. Вот такой Дед Мороз. Кстати, показывала как-то, когда только я его нашла, показала этого Дед Мороза, и некоторые зрительницы мне написали: ой, какой страшный, что это такое? А он говорит: йо-хо-хо. Вполне себе добрый дедушка. На бороде белая эмаль.
И к тому же он очень именитый, не так просто. Герес. В общем, если что-то неправильно прочитал, вот так вот. С маркировочкой вот такой вот Дед Мороз. Охо-хо. Не показала брошь, которую нашла совсем недавно, по-моему, в позапрошлом видео показывала я ее в распаковке. Это тоже новогодняя брошь, но она такая прям серьезная. Эмаль, шишки, и она, видите, сборная. Люблю сборные броши, не штампованные. Причем разные оттенки металлов, разные качества металлов. Такая тоже брошь. Думаю, что больше она подходит как для пиджака, потому что тяжелая, либо на пальто, такая прям тяжелая брошь. Так, и что у нас осталось тут? Остались ангелочки красные. Почему-то я их сюда определила, наверное, потому что они красные. Серьги, пусеты, без маркировки, эмаль, тоже они сборные, хотя они такие мелкие. Но они, видите, они сборные. То есть это отдельные детали все. Это же надо. Отдельные детальки. Пропустила, вернее, не показала вам вот такие серьги. Кристаллики Аврора Бореалис. 60-е годы. Белая эмаль. Очень красивые серьги. Носить обязательно буду. Опять-таки сборные. И вы знаете, я вот сейчас заметила, что на самих вот этих снежинках тоже есть эффект Аврора Бореалис. Немножко такой перелив, как будто бы есть. Камера передает, наверное, хорошо. Вы тоже видите этот перелив. И кристаллики Аврора Бореалис по центру. Так, и остались у нас браслеты. Вот такой новогодний звенящий браслет. Это чтобы не потеряться. Я думаю, что с этим браслетом точно не потеряешься. Такой погремушка браслетик. Маркировки нет. К этому браслету есть у меня вот такие серьги. Они тоже погремушки. Я думаю, если танцевать, то голова заболит от этого звука постоянного. Ну, выполнены как новогодние шары. Эмаль тоже с блеском. Красные, яркие. Думаю, что вот так. Ну и напоследок браслет, который... Так, нет, еще есть у меня вот такой брошь пин. Снежинка, такой брошь-пин. Ну и напоследок браслет, который прям смысловой. Я его очень люблю, кстати, этот браслет. На Новый год обязательно надеваю. И хожу все рождественские новогодние праздники. Это серебряный браслет. Здесь он с пожеланиями. Не так просто, как я уже сказала. Видите, пожелания любви, хорошего дома. Вот тут вот, чтобы все было в доме хорошо, красиво, чтобы животные все были живы-здоровы. В общем, вот такой браслетик. Думаю, что тоже, чтобы ангел хранил вас. На каждой шармике есть вот такое вот пожелание. И вам я этого желаю в новом году. Счастья, мира, добра, красоты. Чтобы вы и ваши близкие всегда были здоровы, счастливы. Чтобы вы радовали своих родных. Чтобы дети вас радовали. Чтобы внуки вас радовали. Всех люблю, целую, обнимаю с наступающими праздниками. Всем всего хорошего. Пока-пока.